другое что-то. Ну, только что петь умел человек, вот типа ты. Ладно, вот, участник из Китая, Жанг, поехали, да? Но если в этот раз тоже будет рок, я, блин, просто удивлюсь окончательно. 喜欢这边的朋友可以来到这边旅游看一看。Вроде нет. Блин, классно, вообще, бенду просто респект, реально. Дорогие мои, ну, в общем, я все время сидела, думала, как бы объяснить то, что мне на ухо идет, на мое. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Жанг у нас, я начну вот так, что Жанг у нас взрослый молодой человек. Он уже определился с форматом, стилем, в рамках которых он работает. То есть он нашел вот эту вот самость, да. При этом, конечно, это убавляет его очков для меня, ну, например, вот в вокальном конкурсе, потому что мне кажется, что вот артистов, которые выступают на конкурсах и занимают первые места, их можно вынести в отдельный вокальный жанр, то есть это просто конкурсные исполнители, знаете, вот как будто так. То есть некоторые люди просто созданы для конкурсов, вот они все понимают, они в этом конкурсе живут, они как-то развиваются, там меняются, пробуют одно, второе, и они, так, конечно, должны быть акробатами вокальными, да, и вот они как бы вот в этих, они просто созданы для них, да, но когда вопрос будет касаться личного творчества, там не факт, что что-то будет, да, например. Ну, или будет, окей, неважно. Но просто вот есть прям конкурсные артисты, да, и сколько историй мы видели, когда люди на конкурсах проваливались, потом в итоге выходили своими материалами, становились крутыми реально звездами. Значит, к чему я это веду? К тому, что Жанк уже взрослый мужчина, который уже понял как бы свои стороны, свое направление, свой вижен у него есть, да, на любые произведения. Он везде, в каждом произведении остается собой, что очень ценно для артиста, да, но в рамках конкурса ты когда смотришь, что это примерно все об одном и том же. То есть просто под разными соусами немного, но везде есть он. И, понимаете, вот если, например, я у некоторых участников конкурса вижу, как им приходилось там меняться, как им приходилось подстраиваться под условия, под жанр, под еще что-то, да, то у Жанга вот этого какого-то кризиса такого, знаете, творческого, ну, в смысле, что ты как-то перенервничал просто и не смог там во что-то, его особо нет, потому что он примерно все время про одно и то же. Сейчас, секунду, я зарядку поставлю.
Вот. Поэтому в этом смысле его как бы вот развитие как персонажа в конкурсе, оно примерно все одинаковое, понимаете, в чем прикол? И даже вот эта песня, которая, естественно, они все равно добавили немного вот этого рока, чуть-чуть совсем, да, но вот эта хрипотца меня как будто смутила. Хотя, понимаете, тоже апеллировать к этому так нельзя, это его стиль, понимаете, это его самость с этой хрипотцой петь. Но мне примерно про него все понятно. Вот с первого выпуска мне про него все понятно. И вот этого эффекта, который ждут на телеке, обычно вау-эффекта, да, его не происходит. То есть, когда ты видишь какого-нибудь там забойного рокера, там все вау, рок, круто, а потом человек поет такую лирическую сопливую песню, да, что все просто ого. Ну, это, короче, просто шоу, да. Поэтому, конечно, не то, что его, никто его, как бы, естественно, за это никогда ругать не будет. Наоборот, это очень здорово, что человек нашел свое. Просто в рамках конкурса это примерно все про одно и то же. Я даже не знаю, мне кажется, как будто он не формат конкурсов. Вот, именно сам по себе, да. Примерно как и Тамга, например. То есть это люди, которые вот у них есть вот этот вот свой вот этот вот изюм, есть вот эта вот самость. Ну вот именно как вокальный конкурс, это уже немного другая история. И главное, как оно так вот, кто это, ну, то есть это же не мне это распределять, и не мне об этом судить. Конечно, может, и ребята считают сами по-другому, может, их обидят вот эти мои слова и заденут. Ну, например, я сама по себе тоже знаю, что я не конкурсный человек, никогда в жизни я никаких успехов не достигала в конкурсах. Это одна нервотрепка и стресс. При этом я знаю, что как бы есть произведения, вещи, штуки, которые я классно делаю, у меня нехорошо получается. Но на конкурсе они никогда не будут представлены. Понимаете? Ну вот есть вот реально люди конкурсные и вот не конкурсные. Хотя, если честно, там Габа, ну, как бы, она у нее лучше получилась, например, чем у Жанга в 100-500 раз, потому что она пробовала и рэп, да, показывала свою сильную сторону, свою самость больше проявляла, да, и вот соул, да, в итоге она ушла полностью в соул, да, потому что все поняли, что, как бы, ну, на рэпе далеко не уедешь, ну, как бы, один раз, два можно поразить, но в целом не для конкурса история, вот, поэтому она ушла полностью в чистый соул. Жанг, ну, вот он как-то примерно про то же самое каждый раз. Это неплохо, это весело, это классно, он взрослый человек, мне вообще понятно, все, он зрелый, как бы. При этом мне нравится, как он относится к этому конкурсу. Он на спокойном, ну, взрослый человек, вот, понимаете, без истерик вот этих всех, понимаете. Вот я за это, ну, как бы, людей очень уважаю. Ну, вот просто, что все понятно, понимаете. С первого выступления, и когда второе было, я уже поняла, что так будет примерно каждый раз. Вот. И я его за это, ну, как бы, вы же не поймите, то есть я не обесцениваю это. Я просто констатирую этот факт. И, конечно, ну, как бы, ну, вот, не так вокально, как у других ребят, например, да. Вот что можно еще сказать? Такая вот, это просто данность, понимаете? Вот я просто проговариваю это с вами. Поэтому не знаю. Ну, мне кажется, что баллы не должны быть высокими, если честно. Мне кажется, понамешалось немножко, неорганично что-то было местами. Ой, а что это такое? Келгенше сол бір білезікке сүйреттеп қайталанбас бұйым алып келдім. Мәссаған. Ничего себе! Вайми, это что? Как красиво! А у него день рождения или что? Красота! Класс! Қазақ деген осындай қонақ жай халық. Әрине, сый құрметіміз таусылмасын бір-бірімізге деген. Давайте, в общем, двигаться дальше. Значит, к оценкам перейдем. Я уже сразу пробегусь, потому что надо успевать записывать ролик. Где оценочки? Так, говорят. Так, это уже, кажется, оценки опять, нет? Нет. Да блин, где же оценки-то? Вот они, да?
Пошли, ага. Он упал. Туркменстан. Он упал. Оңтүстік Корея. Он упал. Таджикстан. Он упал. Малайзия. Малайзия. Он екі упал. Молодец. Кыргызстан. Он екі упал. Өзбекстан. Ну, оценки высокие. Сегіз упал. А, Армения. да. Он упал. Грузия. Он упал. Монголия. Он екі упал. Азербайджан. Он екі упал. Дауыс беру аяқталды. Ну, если честно, мне кажется, оценки завышены. Ну вот. Хотя я за него очень рада. Подарок ему такой классный сделали. Просто супер. То можно за человека только порадоваться, на самом деле, как говорится. Тут оно серебряное. қараңыздар. Киіз үй бар. С орнаментами. Боже, какая красота. О, авто. Гамарджуба. Ругурахар. Так. Значит, давайте посмотрим, как у нас дела у авто в этот раз. Вот он человек с изюмом, понимаете? Оның маңызын жақсы түсінемін. Давайте посмотрим.